Привет, куберы! Я вчера готовил материалы для обзора на Weilong GTS 3M, и со мной случилось нечто особенное. Вероятность этого события настолько ничтожно мала, что я просто был в шоке от того, насколько это невероятно. Если вы следите за моим вторым каналом, вы могли видеть последнее видео. Если вы внимательно смотрели, вы можете понять, о чем я говорю. Но если вы не понимаете, то я покажу фрагмент видео и объясню, о чем идет речь. Я не знаю, поняли вы или нет, но это была не просто быстрая сборка меньше 9 секунд, а это была сборка с LL-скипом. Для тех, кто не понимает, попытаюсь объяснить, что это такое. Кубик собирается послойно, методом Джессики Фридрих, например. Сначала делается крест, потом этап FTL в 4 шага, потом OLL и затем PLL. И каждый из этапов может скипануть. Скип — это пропуск этапа за счет случайности или везения. То есть, если вы попытаетесь решить какой-то этап, а следующий этап может скипануть. В этом и заключается везение. Скипы бывают разные. Бывает кросс-скип, скип креста, то есть когда кубик был замешан, а крест остался собранным. Это очень редкая ситуация, я не нашел, какое значение составляет ее вероятность, но думаю, что где-то 1 к 1000 или типа того. То есть из 1000 сборок один раз может быть кросс-скип, ну или примерно как-то так. Также бывает OLL скип, это когда у нас шапка последнего этапа собирается после решения FTL. OLL скип — это довольно редкий скип. Вероятность OLL скипа равна 1 к 216. Если грубо считать, то по идее из 200 сборок должен быть один OLL скип. И затем у нас идет PLL скип, самый часто встречающийся скип. Вероятность PLL скипа 1 к 72, то есть примерно на 70 сборок должен быть один PLL скип. Скорее всего, у вас бывали какие-то скипы, PLL скипы как минимум. Напишите мне, как часто у вас бывают какие-то скипы, бывают ли вообще, и какой из них любимый, OLL или PLL. Был ли когда-то LL скип? Если не был и хочешь LL скип, так же как хотел я, ставь лайк и пиши коммент, и тебе тоже выпадет LL скип, я гарантирую, только нужно тренироваться время от времени. Вот я говорю LL скип, а что же такое LL скип и с чем его едят? А вот LL скип — это когда PLL и OLL скипы произошли одновременно. Вероятность этого события равна произведению вероятности OLL и PLL скипа. То есть надо умножить 1/216 на 1/72, и мы получим вероятность LL скипа, которая составляет примерно 1 к 15 тысячам. Это настолько ничтожно маленькая вероятность, что в уме не укладывается, как это возможно. Попытаюсь объяснить. Вот, например, вероятность того, что в человека ударит молния на протяжении жизни, составляет 1 к 3000. А вероятность LL скипа в 5 раз менее вероятное событие, то есть в 5 раз реже. Надеюсь, вы понимаете масштаб эпичности этого дела. Это практически нереально. По идее, чтобы получить LL скип, нужно сделать 15 тысяч сборок. В теории вероятности так считать не принято, конечно, но просто прикинем немного математики, сколько это получится на цифрах. Если, например, делать 10 сборок в день в течение 5 лет, то будет примерно 18 тысяч сборок. Если делать 100 сборок в день, то 18 тысяч сборок будут сделаны примерно за полгода. И вот одна попытка из них может быть LL скипом, а может, конечно, и не быть. Я уже открутил 1000 сборок за хрениллион лет в спидкубинге, и как бы это мой первый LL скип. То есть, я не знаю, примерно может быть 40 тысяч сборок, может быть 50, ну очень много. 5 лет назад я расстраивался, что у меня до сих пор не было LL скипа, но ничего страшного. Вот бомбанул так, что еще и на видео попал, и попытка в принципе не стыдная для меня, меньше 9 секунд, и я безумно этим доволен. То, что это произошло со мной спустя кучу лет, но при этом еще оно попало на видео, это для меня поистине историческое событие. Можете поздравить меня в комментариях, мне будет очень приятно. Кстати, самое удивительное, так это то, что я еще не сразу понял, что это был LL скип, а только позже, спустя какое-то время, когда пересмотрел попытку на видео. Все произошло молниеносно, и я просто не сообразил, что случилось. Может быть, подумал, что это был PLL скип. Я сделал реконструкцию этой сборки и хотел бы ей поделиться, рассказать, как я решал кубик и показать, какие фишки я применял в ней. Благо они там есть, и я считаю их очень полезными для обучения.
Мне неоднократно писали в комментариях, мол, сделай обучение по F2L. И вот прямо сейчас делаю. Я считаю, что реконструкция — это очень хорошее обучение по F2L. Самое эффективное с точки зрения объяснения логики, как более опытные спидкуберы решают вроде бы обычные ситуации, но при этом всегда есть какие-то фишки, которые с первого взгляда могут быть непонятны. А реконструкция дает возможность не только понять фишки, но и еще их повторить на реальном примере, который был в реальной сборке и еще с хорошим результатом. То есть это теория и практика одновременно. Все фишечки, которые я использую в сборках, могут быть полезны не только новичкам, но также и профессионалам, ребятам, кто собирает быстрее меня, потому что, может быть, какие-то фишки не совсем очевидны с первого раза или просто малоизвестны. А обмен опытом — это всегда полезная штука. У меня как минимум есть еще 3 реконструкции из того видео с крутыми попытками: 8, 9 и 10 секунд. Поэтому если ты хочешь научиться собирать как профи, пиши в комменты, что хочешь обучение по F2L с примерами. Именно твой комментарий может стать решающим, будут ли появляться обучалки по F2L или нет в ближайшее время. Если запросов будет мало, то такие видео, скорее всего, в ближайшее время появляться не будут. Так что решать тебе. Собственно говоря, перейдем к реконструкции. Прежде чем я начну показывать реконструкцию, кубик нужно заскрамблить. Я скрамблю зеленым на себя, желтым вверх. Это не по правилам ВЦА, но мне так удобно, поэтому если хотите повторить реконструкцию, то повторяйте за мной в точности, в том числе и скрамблинг. Поэтому скрамбл я выведу на экран, и он выглядит следующим образом. U', P2, U2, D2, R2, B2, L', B', D, B', U2, B, R2, B, D2, B2, L2, U2, F'. Вот. Значит, теперь мы видим такой вот скрамбл. Красный у креста собран, зеленый ставится двойным движением, оранжевый, белый вот тут и синий, белый вот здесь. То есть сначала я решал бело-оранжевый и бело-синий. То есть вот бело-синий я подвожу вот так вот движением двойным, а затем движением F2 подвожу оранжевый. То есть они как бы уже практически на своих местах, и тут этот ус зелено-белый тоже практически на своем месте. То есть затем я ставлю бело-оранжевый вот так вот, потом синий, и потом двойным движением зелено-белый. И таким образом у нас крест собирается. Ну, это довольно простой крест получился. Дальше я вижу пару. Красно-синее ребро на своем месте, и вот здесь ребро, угол красно-бело-синий. Это стандартная F2L пара, то есть самая обычная. И она решается вот так вот. R, U', R', потом U2 и загоняется вот так вот через фронт. Очень простое решение, не буду останавливаться подробнее, потому что оно простое. Дальше мы видим 2 затычки. Затычка — это такая ситуация, когда у нас пара F2L не собрана, но элементы находятся в слотах. Непонятно, как они находятся, в общем, в данной ситуации неправильно находятся. Вот. Этот угол стоит не в своем слоте, но при этом они в слотах. Этот тоже не в своем слоте и тоже еще и развернут неправильно. Поэтому у нас единственное адекватное и грамотное решение — это использовать вот эту пару, то есть загонять ее в задний слот. И делается это следующим образом. То есть я вот так вот делаю U', и я использую свободный слот вот этот и загоняю в задний слот. То есть я вот подвожу так вот U', потом я вот делаю R', я использую вот этот свободный слот. Потом я делаю вот так вот U' и создал трехходовку. То есть вот такую. И теперь я ее загоняю в задний слот, вот так вот, чтобы у нас потом оно не отвлекало нас. Дальше у нас остается затычка. Вот здесь интересная ситуация такая. Когда я делал реконструкцию, я сначала решил, как я думал, но оказалось, что я сделал лишнее движение, miss-move. То есть я вот сделал вот такое движение вверх штрих, и за счет него, собственно говоря, и был LL-skip. Если бы я его не сделал, то LL-skip бы не было. Вот я сделал такое движение, и дальше я решаю фрислот. Или не фрислот? Фрислот, да, по-моему, это называется. Вот. И вот у нас здесь ребро собрано, а вот здесь у нас пара как бы пиф-пафом, которая ставится
практически. Вот я делаю пиф-паф вот так вот. Потом за счет движения D вот так вот подвожу. Потом вот эту пару сюда загоняю, вот так вот через пиф-паф. И движением D назад возвращаю. Пара у нас собрана. То есть это называется фрислот, такая техника. Дальше у нас уже обычная пара FTL, которая решается в задний слот. То есть тоже через свободный слот решается. Вот, просто делаем R', свободный слот выгоняем. Потом делаем U', потом снова R. И вот уже видим, что у нас собирается практически весь куб. Потом дальше U', и просто трехходовка обычная. Такая пиф-пафом. Через... сзади стороны. В общем, сзади, пиф-паф сзади. Это называется. Вот. И у нас собрался кубик полностью, создав нам LL Skip. Вот. Такая получилась реконструкция. Причем LL Skip получился без дворота, что довольно редко. В принципе, это моя средняя попытка, которая могла стать 12 или 13 секундами. FTL я собрал где-то на 8 секундах. 2 секунды на определение и выполнение OLL и примерно 2 секунды на определение и выполнение PLL. Бывает, конечно, быстрее, но бывает и дольше, поэтому я беру усредненные значения. На этом у меня все. Если понравилось видео или просто было интересно послушать, что я расскажу, то поставь лайк и напиши комментарий. Особенно если хочешь, чтобы я продолжал делать обучалки по скоростной сборке 3×3. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие, еще более крутые видосы. Также с недавних пор у меня есть второй канал. Большая просьба подписаться, так как я планирую там выкладывать свои сборки с разных кубов и, возможно, видео на какие-то отвлеченные темы. Заранее большое спасибо. Не забывайте подписываться на мои инстаграмы и вступайте в паблик ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, буду рад всем. Все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.